Всем большой привет, меня зовут Анна, это мой канал «Волшебные спицы с Анной». Это видео посвящено отчету в совместный проект «А лето цвета 3», который организовала Людмила Красноперова. Все ссылки на каналы девочек-спонсоров я оставлю в описании под видео. Проходите, смотрите, вдохновляйтесь, очень много интересных изделий. Конечно, я еще прикреплю список всех участников, но вы знаете, он будет не кликабельный, потому что в сообщениях почему-то он не кликается. Вот, но я постараюсь закрепить в описании под видео. Может быть, тогда вы сможете пройти и посмотреть все видео девчонок. Ну и также можно, конечно же, нас найти по хэштегу. Все это будет как в закрепленном сообщении. Как я и говорила в предыдущих видео, я буду показывать только те процессы, которые я брала в работу. Отчет мы скидываем раз в 2 недели. Вот, и поэтому я какие-то процессы, над какими-то процессами я работаю, какие-то пока еще даже не брала. Ну, давайте то, что я успела связать за эти 2 недели. Вот, показывала вам. У меня вот маркер прогресса, который при вступлении я прикрепляла на данную, значит, свитерок. И вот сколько у меня провязалось. Я уже половинку одну вывязала, а вторую пока еще нет, потому что, во-первых, у меня закончилась нить. Вот, и надо будет там немножко отмотать. Мне это делать было неохота, и я процесс отложила. Спинка у меня связана, вот перед, и нужно будет начать вязать рукавчики. Так что вот это изделие у меня на такой стадии. Вроде получается неплохо. Как я говорила, да, вот здесь секции сужаются и немножко вот здесь вот расширяется. Но за счет того, я имею в виду вот цвет, да, желтенький здесь, видите, как мало его, а здесь уже побольше. Ну, вроде не так сильно в глаза бросается. Я надеюсь, что будет симпатично. Придется на горловинку что-то, да, подбирать вот подобное, ну, чтобы здесь вот при обработке, чтобы было зелененькое и желтеньким закончилось. Ну, то есть приходится отматывать, когда особенно вот такие вот ну, детальки нужно будет вывязывать. С рукавом будет проще, все по прямой. Здесь у меня спущенное плечо немножко. Буквально тут получается раз, два, 3 разворота, да, я делала. А рукавчик у меня будет просто обыкновенный, простой, прямой. А вот осталось у меня, по-моему, 2 мотка или 2,5 моточка где-то. Пряжи где-то еще один моточек, но я его что-то найти не могу. Неужели вот 2 мотка, может быть, даже осталось. Ну, насколько рукава хватит, настолько и хватит. Будет 3/4, будет замечательно, потому что я все свитера все равно ношу так вот, подгибаю, да, поднимаю рукава. И, в принципе, 3/4 тоже нормально. Не 3/4, а вот ниже локтя, если этот рукавчик будет. Ну, посмотрим. Пряжа прекрасная, классная. Это Adore Dream. Вот такой вот секционного окрашивания. Так, и второй процесс, который я брала, это туника из Diva Batik. У меня первая деталь тоже связана. И вот вторую деталь, вот маркер, который я прикрепляла. Это я вот прикрепляю в недельном блоге. То есть вот наш, вот он. То есть тоже тут провязала уже практически 4 раппорта. Я выхожу уже на подрезы. После того, как я провяжу вот подрезы, все сделаю, я 2 детали постираю и отпарю. Ну, даже, скорее всего, я стирать не буду, а просто отпарю, потому что после отпаривания пряжа вытянется. И после этого я буду решать, какой высоты у меня уже будет вот это вот вырез проймы. Да, вырез проймы для рукавов. Так что здесь вот на такой стадии тоже немножко пришлось отмотать. Так, где-то пряжа. А не то, что отмотать. У меня получилась секция. Полоски перестали, да, совпадать. У меня получилось, что у меня полоски секционной вот этой пряжи, да, где я вяжу платочную вязку, перестали совпадать. Начало шло, смотрите, все хорошо, да, вот и по цвету подошло, здесь пошло. Здесь у меня закончилась нить, или на этом изделии, нет, здесь закончилась нить, и получается, что белого цвета, как вы видите, да, вот в этой полоске, в следующем мотке поменьше. И у меня, видите, немножко пошел
дисбаланс. Ну, в цвет я не стала не попадать. Вот буквально, знаете, там на 2 рядочка. Видите, тут тоже платочная вязка такая. Здесь у меня платочная вязка уже оранжевая. И я решила, что вот здесь уже... Так, тут тоже, видите, коричневая, а здесь вообще коричневого у меня нет. У меня получается, что на 3 ряда, где-то 4 ряда, у меня идет вот разногласие какое-то. И вот тут я уже отрезала пряжу и подобрала так, чтобы у меня уже вот эта полоска, она, была практически одинаковая. Ну, практически попала. Как видите, у меня здесь провязано все. Немножко вот надо будет сейчас вырез провязывать вот этой проймочки. Вот. Ну, вот при сшивании немножко будет, конечно, тут неровно. Ну, ладно, неприятность эту мы переживем. Как думаете? Да, вот здесь вот, видите, не совпадает. Хотя я очень-очень... Вот эта секция, именно вот эта секция, она у меня коричневого цвета больше. Не совпала. Не знаю, каким образом так получилось. Ну, видимо, это окрас такой. Вот, а далее, вот когда я уже коричневую секцию отмотала, вроде тут наверху все нормально. Ну, это у меня будет спинка, это у меня будет перед. В принципе, детали вяжутся одинаково. Посмотрю потом, как мне больше будет нравиться. Но я думаю, что все-таки вот это будет спинка. Вот. Так что вот такое немножко небольшая неприятность. Вот. Ну, в принципе, ничего страшного. Так что, девчонки, вот такие продвижения у меня за эти 2 недели. Пока больше другие процессы я не брала в работу. А единственное, что хочу рассказать, сказать по этому вот процессу, я его тоже, видите, как не вязала. Что я буду здесь делать? Я буду вязать просто маечку, без таких вот рукавов. Так как у меня осталось всего 3 мотка, этой пряжи нигде нет, ни на каких сайтах, я нигде ее купить не могу. Вот эта пряжа Газал Люксор. А так как я хочу эту футболку закончить, вот до этих пор будет все распущено. У меня я даже марки переставлю именно сейчас, чтобы не делать там дополнительных каких-то подключений. Так, вот так. Где тут вот набирала, вот это вот все у меня будет распущено. И я сделаю обыкновенный прямой рукавчик, обыкновенную вот майку. И тогда, я думаю, мне на все должно хватить. Так, вот сейчас вот тут закреплю. Вот. Это будет у меня, вот это все я распущу. И, возможно, может быть, наверху и не буду. Вот этот узор очень много забирает пряжи. Посмотрю, может быть, наверх, выше я стану вязать просто лицевой гладью. Вот, или что-нибудь придумаю такое. Но хотелось бы вот этот вот узор уже просто не вязать. Тогда я сэкономлю и пряжу, и, в принципе, получится, что на груди, да, выше груди у меня будет просто лицевая гладь, круглый вырез горловины сделать такой немножко даже поглубже. И думаю, что пряжи должно хватить. Вот. Я, наверное, приму такое решение, так сделаю. 3 моточка мне точно не хватит. Представляете, мне еще нужно будет вот такое полотно, да, широкое, провязать высоту, вот этот раппорт, и вот этим еще закончить. Это вот моточек у меня вот тут, чуть больше, конечно, половины осталось. И я его точно извяжу, и плюс еще один возьму, тогда у меня точно ничего не хватит. Так что я приняла по этому изделию вот такое вот решение. Ой, извиняюсь, штатив стукнула. Ну и хочу в этот наш проект ввести вот эту свою работу, которую я не заявляла в начале проекта, потому что у меня еще не было ни пряжи, ничего. Вот, покажу, на какой стадии. Людмила мне сказала, что игрушки тоже можно вязать, потому что здесь полухлопок у меня, нету шерсти. И вязать, в принципе, можно все, что угодно, даже, не знаю, начиная там повязки, носочки, короче, все, что угодно, ограничений никаких нет. Главное, чтобы пряжа не была шерстяной. Ну и поэтому этот процессик я тоже вяжу, и я хочу его тоже включить в этот совместный проект. Это у меня вяжется вот игрушка.
Пряжа Yarnart Jeans. Это не все еще оттенки, будет еще. Вязаться будет 2 игрушки. Это то, что я начала. И то, что я связала на данный момент. Ну, тут я, естественно, никаких маркировочков ставить я не буду. Просто покажу вам продвижение и все. Значит, это у меня вот заготовка головы. Это уже у меня связано тело. Это у меня вот так вот будет пришиваться. И это как свитерок. Здесь вроде мне сказали, попросили какую-то вышивку сделать. Ну, не знаю, я, наверное, буду вышивать, знаете, такие, ну, глади, не крестиком, не гладью, ну, гладью, скорее всего. Вывязывать здесь я даже не знаю, что мне нужно вышить. Мне пока информацию не дали. То есть я вот связала, подготовила. Я думаю, что вот уже в это расстояние я что-нибудь, да, вставлю. Так, ну здесь вот так вот будет голова крепиться. Ну и здесь дальше уже будет оформление идти. И будет еще одна игрушечка. Так что вот такой процесс я включаю в этот еще совместный проект. Все, девочки, на этом буду заканчивать свой такой вот небольшой обзорчик, свой такой небольшой отчет по совместному проекту. Всем огромное спасибо за поддержку, за то, что ставите лайки, пишите комментарии. Всем мне это очень-очень приятно. Вам это все сделать несложно. Естественно, нажимайте на ракетку. Вот это поможет продвижению канала. Все. Всем пока-пока. До следующих подключений.